Пророчество сбывается, нейролинк и чипирование и два старца. Христос воскресе, дорогие братья и сестры, мир вам и благословенного дня. Знаете, иногда наталкиваешься на что-то в интернете и просто не можешь пройти мимо. Сидишь, смотришь, и внутри что-то такое происходит. Не страх, не паника, а вот такое тихое, но очень ясное ощущение – это важно. Это нужно показать людям. Именно так со мной случилось несколько дней назад. Я наткнулся на ролик на канале «Шокирующие тайны времени», ссылку оставлю в описании. Ролик называется «Чип. Сильнейшее оружие и кандалы Антихриста». Беседа современного греческого подвижника иеромонаха Элпидия, записана в 2013 году. Я начал смотреть и буквально застыл, потому что параллельно в те же дни я смотрел совершенно другое видео. Презентацию компании Neuralink, той самой, которая вживляет чипы прямо в человеческий мозг. Это уже не стартап из гаража, это реальная компания, реальная операция, реальные люди с электродами в голове. И вот я сижу и понимаю, старец говорит об одном и том же, слово в слово, но на 13 лет раньше. А потом я вспомнил другого человека, преподобного Паисия Святогорца, одного из величайших православных подвижников XX века. Он отошел к Господу в 1994 году, и в своей книге «Слова знамения времен» он описал схему чипизации настолько детально, что, читая это сегодня, просто перехватывает дыхание. И еще архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры, он тоже говорил о чипе. Говорил своим духовным чадам тихо, без публичных заявлений, просто готовил их. И потом я нашел третий источник, совершенно светский, интервью с доктором Романом Ямпольским, ведущим мировым специалистом по безопасности искусственного интеллекта. Человек, который не верит ни в какие пророчества, который просто смотрит на данные. И он, сам того не понимая, задает тот же вопрос, что и старцы, только другими словами. Сегодня мы разберем все 4 источника вместе. Честно, без истерики, без конспирологии, но и без наивности. Я просто поставлю эти миры рядом и предложу вам самим сделать выводы. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео. Храни вас Бог. Прежде чем мы перейдем к технологиям, я хочу поговорить о людях, которые предупреждали. Я хочу начать с самого старшего свидетеля, с преподобного Паисия Святогорца. Для тех, кто не знает, это один из величайших православных подвижников XX века, афонский монах, человек святой жизни, прославленный церковью. Он отошел к Господу в 1994 году. Еще не было смартфонов в каждом кармане, еще не было интернета в каждом доме. Еще понятие «чип в мозге» существовало только в научной фантастике. И вот что он говорил. Это из его книги «Слова», том 2 о знамениях времен. Старец описывал схему ведения печати, пошагово, как будто видел перед собой дорожную карту. Сначала, говорит он, ведут карточки и удостоверения личности. Потом скажут, деньги упразднятся, пользуйтесь только кредитными картами. Тот, у кого нет карточки, не сможет ни покупать, ни продавать. Потом начнут рекламировать совершенную систему. По телевидению будут без остановки говорить «печать лазерными лучами на лбу или руке». Это надежнее. Вор ни головы, ни руки не украдет, ни номера не подглядит. И власти скажут, к сожалению, контролировать преступников мы не можем. Контролировать только через компьютер. И приступит к запечатлению. Дорогие, это написано в прошлом веке. Перечитайте и скажите мне, разве мы не видим эти шаги уже сегодня? Наличные деньги вытесняются повсюду, биометрия входит в норму, QR-коды и цифровые идентификаторы стали частью жизни. Каждый шаг логичный, удобный, безопасный, именно так, как описывал старец. Но особенно меня поразило вот что. Один человек сказал преподобному Паисию, главное – внутренне веровать. Ни микрочип в руке, ни лазерная татуировка на лбу, ни электронные документы. Ничто не отлучит меня от любви Христовой. И старец ответил. Видишь ли, что происходит? Тебя так просто не оставят. Все слишком закручено. Они тебе скажут, веруй как хочешь, а сами положат тебя в свою корзину и понесут тебя туда, куда они захотят. Получается, я тебя возьму, куда хочу, а ты верь во что хочешь. И это и есть их сатанистская система. Вдумайтесь в эти слова. Это не просто страх,
Это про трезвость. Это про то, что иллюзия свободы не есть свобода. И еще одно его слово, простое как притча. Когда ты видишь, что некто поджигает твой дом спичкой, и огонь еще в самом начале, в твоей силе погасить его стаканом воды. Если же пренебрежешь и скажешь: это еще не великий огонь, по твоей халатности огонь увеличится и сгорит весь дом. Сначала допустит электронные карты с чипом, а потом поставит этот чип тебе на лоб. Сначала карта, потом чип в кармане, потом чип в теле, потом чип в мозге. Каждый шаг маленький, каждый шаг удобный, каждый шаг логичный, но направление одно. Иеромонах Элпидий, современный греческий подвижник. Беседа записана в 2013 году, опубликована в 2016. Говорит по-гречески в ролике русская озвучка. Полного дословного перевода я в сети не нашел. Это честно нужно оговорить. Но содержание настолько конкретно, что невозможно объяснить это общими словами. Второй архимандрит Кирилл Павлов. Это уже наш русский старец, духовник Троице-Сергиевой Лавры. Фронтовик, защищавший Сталинград. Человек, через исповедь которого прошли тысячи людей, включая патриархов. Он отошел к Господу в 2017 году. Но то, что он говорил своим духовным чадам, они записывали. В книге священника Виктора Кузнецова «Старец» архимандрит Кирилл Павлов собраны эти воспоминания. Автор сам оговаривает: нет гарантии стопроцентной точности. Это честная оговорка, и я ее повторяю. Но вот что сказал отец Кирилл монахине Феофилакте, и это нужно услышать внимательно. Он готовил ее к грядущим скорбям и сказал: когда насильно поставить тебе уже электронный чип, тогда человек не сможет сам контролировать свою волю, пресекать слова и действия свои – грех. Даже тогда через «не могу» молись, и тогда Господь сможет тебе помочь, как первым христианам, первым мученикам. Дорогие мои, вдумайтесь только в это. Старец не говорит «если», он говорит «когда». И говорит это не публично, а тихо, лично, конкретной монахине, готовя ее душу к тому, что он считает неизбежным. И дальше. Запасы не надо запасать. Запасы надо сделать божественные, духовные. Стоять надо до конца за истину, не бояться. Мы все доживем до Антихриста. Время очень быстро идет. Это говорил человек, которому было далеко за 80. И он улыбался, когда это произносил. Не пугал, готовил. Теперь греческий старец. Тот самый ролик. 2013 год. Нету чат-GPT, нет массовых нейросетей, беспилотные автомобили едва работают. Тема чипизации воспринимается большинством людей как выдумка фантастов. И в это время иеромонах Элпидий говорит следующее. Он говорит, что придет время, когда система наночипа будет иметь контроль не только над телом человека, но и над его мозгом. Что это будет идеальный контроллер всех чувств и всех мыслей. Он говорит, что этот чип будет как датчик нейрона головного мозга. Что он станет одним целым с генетической базой человека. Он говорит, что до последнего чипа будут внедряться другие, более простые конфигурации, и что технология будет совершенствоваться очень быстро. Он говорит, что последний вариант чипа человек уже не сможет удалить из своего тела, потому что если удалит, нарушится привычная жизнедеятельность организма. И, наконец, он говорит, что мысли о том, чтобы избавиться от чипа, будут известны контроллерам. Именно мысли. До действий дело доходить не будет. А потом добавляет то, что совпадает со словами отца Кирилла почти дословно. Два старца, два народа, два языка. Молитва сможет предотвратить работу этих наношпионов в теле. Такова будет сила молитвы тогда. Два старца, независимо друг от друга, говорят одно и то же. Чип будет, молитва – это защита. А теперь давайте посмотрим, что происходит в реальном мире прямо сейчас. Компания Neuralink основана в 2016 году, и один из основателей Илон Маск. Первый продукт называется телепатия. Вдумайтесь в это название. Как это работает? Нейрохирург делает в черепе отверстие 25 мм. Специальный робот с иглой тоньше человеческого волоса вводит в живую ткань мозга 128 тончайших нитей, на каждой 8 электродов, итого 1000 каналов считывания прямо среди нейронов. Все это в пульсирующем мозге, который, как описывает сам глава компании, по консистенции похож на тофу, который постоянно двигается.
который густо пронизан сосудами. После операции имплант размером примерно с монету закрывает отверстие. Кожу возвращают на место. Снаружи ничего не видно. Глава компании называет это одним словом. Человек становится киборгом. Устройство считывает электрические импульсы нейронов и передает по Bluetooth на телефон или компьютер. Человек силой мысли управляет курсором на экране. Заряжается чип через шапку с катушкой. Конечная цель – встроить зарядку в подушку, чтобы мозг заряжался во время сна. Они показывают отца 3 детей. Последняя стадия – БАС. Он может двигать только глазами. С нейролинка он вышел на прогулку с семьей, и его дети впервые услышали голос папы. Это трогает, это настоящее, и я не собираюсь делать вид, что этого нет. Но именно потому, что это трогает, дальше становится еще важнее то, о чем мы поговорим. Поставим слова старцев и реальность рядом, просто рядом. Первое. Иеромонах Элпидий, 2013 год. Система наночипа будет иметь контроль не только над телом, но и над мозгом. Контролер всех чувств и мыслей. Глава Neuralink, 2025 год. Их конечная цель – полноценный интерфейс для всего мозга, чтение и запись сигналов из любой его области. Второе. Старец Элпидий. Будет он как датчик в нейронах головного мозга. Neuralink – 1000 электродов вводятся прямо в ткань мозга среди нейронов и считывает их активность в реальном времени. Это и есть датчики в нейронах. Физически, хирургически, буквально. Третье. Старец Элпидий. Последний вариант чипа человек уже не сможет удалить. Старец Кирилл Павлов. Когда насильно поставят тебе уже электронный чип. Пока Neuralink говорит о добровольности, но вдумайтесь в логику. Сначала чип восстанавливает речь, потом слух, потом зрение, потом управляет рукой, без которой человек не может есть самостоятельно. В какой момент «удалить» в кавычках становится равнозначным сломать себя? Четвертое. Старец Элпидий. Мысли о том, чтобы удалить чип, будут известны контроллерам. Neuralink. Их система считывает намерения. Электрический сигнал в мозге, который возникает еще до того, как человек совершил движение. Мозг подумал, система зафиксировала. Действие произошло. Разница между считать намерение двинуть рукой и считать намерение сопротивляться – это разница в программном коде. Не в принципе технологии. Принцип уже работает. Пятое. Старец Элпидий. Массовость принятия людьми этого чипа будет поражать. Сегодня у Neuralink 13 пациентов. В листе ожидания уже 10 тысяч человек. Компания существует меньше 10 лет. А глава говорит, в перспективе это должно быть так же обыденно, как лазерная коррекция зрения. И вот здесь, дорогие мои, я хочу добавить 4-й голос, совершенно неожиданный. Недавно я посмотрел интервью с доктором Романом Ямпольским. Это ученый, специалист по безопасности искусственного интеллекта. Он занимается этой темой около 15 лет. Он не православный проповедник, он не монах, он не конспиролог. Он просто смотрит на данные и говорит то, что видит. Интервью называется «Только 5 профессий останутся к 2030 году». И там звучит очень серьезные вещи о будущем человека. Но самый важный момент вот какой. Ведущий задает Ямпольскому вопрос. А может быть, человек не проиграет искусственному интеллекту? Может быть, мы усилим себя? Встроим в мозг технологии, нейроинтерфейсы, тот самый условный чип? Может быть, это и есть выход – стать сильнее через железо. И вот здесь ученый говорит вещь, от которой мне стало не по себе. Он говорит, да, некоторые считают, что человеческий разум можно усилить через аппаратное соединение с технологиями, через что-то вроде Neuralink, через генетическую инженерию. Но это не решает проблему, потому что биологический человек все равно не сможет конкурировать с кремниевым интеллектом. Машина быстрее, устойчивее, эффективнее. То есть, вдумайтесь, человечество сейчас движется в сторону соединения с машиной, но даже это соединение не спасет, потому что машина все равно окажется умнее. И вот здесь возникает вопрос намного глубже, чем просто технология. Если человек начинает встраивать в себя машину, чтобы не проиграть машине, где заканчивается человек? Раньше человек боялся, что машина заберет у него работу. Теперь вопрос страшнее, не заберет ли машина у человека самого человека. Потому что работу потерять – это еще не все.
Можно потерять профессию и остаться человеком. Можно потерять деньги и остаться человеком. Можно потерять статус и остаться человеком. Но если человек добровольно отдает свой разум, свою волю, свое мышление в систему Антихриста, которую он сам до конца не понимает, это уже другой уровень потери. И вот, что поразительно, Ямпольский, светский ученый, далекий от церкви, в конце своей мысли приходит ровно к тому же вопросу, что и старцы. Он говорит это языком науки, а они говорили языком молитвы. Но вопрос один: кто будет хозяином? Человек будет пользоваться технологией, или технология начнет пользоваться человеком? Давайте остановимся и сведемся вместе, потому что здесь самое главное. Посмотрите на эту картину целиком. Искусственный интеллект становится умнее человека. Это не богословская гипотеза. Это слова ведущих ученых мира. Человечество ищет ответ, как не проиграть. И ответ, который предлагает цивилизация, строить машину в себя, чип в мозге, нейроинтерфейс, слияние человека и системы. Это и есть то, о чем говорил романах Элпидий в 2013 году. Это и есть то, к чему готовил своих чад архимандрит Кирилл Павлов. Только они называли это другим словом и видели за технологией нечто большее, чем просто прогресс. И вот что важно понять. Человечество сейчас ищет спасение не в Боге, не в нравственном преображении, не в покаянии, не в очищении сердца. Оно ищет спасение в технологии. Стать сильнее через железо, стать умнее через ИИ, продлить жизнь через биотех, убрать страдания через контроль, победить смерть через загрузку сознания. Но главный вопрос остается прежним, и его задают одновременно греческий монах, русский старец и светский ученый из Америки. Можно ли спасти человека, уничтожив в нем человеческое и духовное? Церковь знает ответ, и ответ этот не новый. Ему 2000 лет. Оба старца не заканчивают на страшном, и это самое важное. Иеромонах Элпидий говорит: у нас есть антидот. Не конспирология, не бункер, не запасы. Антидот – это святое причастие. Кровь Господа очищает нашу кровь от всякой дряни в нас попадающей. Только сила самого Господа, Его тело и кровь способны уничтожить уготованные людям ухищрения нанотехнологий. Молитва – это щит, причастие – сила. И старец добавляет: помощь верующим в последние времена будет настолько очевидной и чудесной, что такой помощи не имели даже первые христиане. Отец Кирилл Павлов говорит то же самое своими словами русскому человеку. Запасы не надо запасать. Запасы надо сделать божественные, духовные. Даже тогда, когда насильно поставить чип, и человек не сможет контролировать свою волю через «не могу», молись, и тогда Господь сможет помочь тебе, как первым мученикам. Стоять надо до конца за истину, не бояться. Мы со Христом идем и с Ним воскреснем. И здесь я хочу добавить кое-что важное. Ямпольский, это ученый, специалист по ИИ, говорит: человек не может победить машину своими силами. Биологическое не конкурирует с кремниевым. И в этом он, сам того не зная, подтверждает слова церкви, потому что церковь никогда не говорила, что человек победит своими силами. Церковь говорит другое: с Богом человеку не страшна никакая машина, потому что Бог сильнее любого кремния. Апостол Павел пишет: Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Христианская реакция на все происходящее – не паника и не отрицание, это трезвость, бодрствование, жизнь во Христе прямо сейчас. Отец Кирилл говорил: надо, чтобы верующие настраивали и готовили себя ко всевозможным испытаниям и скорбям, не паниковали, не унывали, не отчаивались. И еще одно его слово пронзительное: Россия спасется, церковь до скончания века будет жива.